Всем привет! Продолжаю играть в Morrowind, и сегодня мы начнем с того, что зачистим ту небольшую пещерку, которую я видел здесь неподалеку, с чуваком в стеклянной броне. Все-таки хотелось бы мне его разъяснить, кто он такой, что он там делает. Площадь эта усеяна, как видите, телами, жертвами нашего оборотня, без погон. Так, ну здесь чувак Сагрин уже, поэтому давайте-ка мы перейдем к активным действиям. Кольцо Азур я сниму, наденем мы щит наш и попробуем уйти в невидимость. Но он что-то как-то игнорирует невидимость. Категорически игнорирует. Но паралич-то должен сработать. Отлично. 3 ударами угомонили мы его. Давайте раздевать. О, у него записка. Зовут его Торавер. Приказы Торавера. Кстати, смотрите, безопасность подросла. Торавер, я устал ждать. Черт с ним, с этим темным братством. Черт с ней, с этой Морагтонг. Все, что мне нужно, это ты. Найди этих чертовых рабов и приведи их назад. Если они не вернутся, убей их. А вообще-то просто убей их и все. Они повредили продукт, и я не могу простить им этого. Ты никогда не подводил меня раньше, я знаю, что ты не подведешь меня сейчас. Некто К. Так, что тут у нас? Давайте все заберем. Неплохой меч. Ну, по цене неплохой, конечно же. Все это мы заберем на продажу. Кроме штанов, естественно, рубашки. Щуп мне не нужен. И я, пожалуй, отпущу нашего Редгарда. В дальнейших действиях он мне особо-то не поможет. Скину все барахло. Кроме нескольких вещей. Ну вот, 7 шлемов, пожалуй, я их оставлю на продажу. Так, а это все мы скидываем. В сегодняшней серии мы сосредоточимся на деятельности имперской этой торговой компании. Наверное. Капризы магии. Так. И даже еще нет перегруза, смотрите. Давайте тогда прогуляемся с ним вглубь пещеры, посмотрим, что там такое было интересно. Какие-то тела. Но я подозреваю, что, судя по записке, это те самые рабы, о которых шла речь. То есть этот Торавер все-таки свое задание выполнил. Хвост улитки. Да, вот рабский наруч. Это у нас Кира Сатан. Кстати, без наруча. Иногда моющийся. Тоже без наруча. Так, сундучок. Сундучок мы вскроем. О, еще один стеклянный меч. Отлично, нам сегодня везет. Хотя... О, смотрите, наручи. Арабские. Какое-то тельце. Уменьшить магию, но нет, наверное, нам это не понадобится. Восстановление здоровья беспонтовое. Кольцо жертвы. Отнять здоровье 10-40 пунктов при касании. Слушайте, ну вдруг пригодится. Эффект-то неплохой. Ингредиенты, пожалуй, я заберу. Свиточек такой мне уже без нужды. Еще одно тело. И еще один сундучок. Ну, здесь... Ну, кстати, кинжальчик вот этот можно взять. Тоже на продажу. Ну и все здесь. Получается, что вот эти вот органиане здесь заныкались, сбежали откуда-то из рабства. Но вот этот вот Торавер их настиг. Так, отдаем вот это все добро. И отправляем его в Альдрун.
Все. И нам нужно отправиться в... Забыл название. Воронью скалу. Но не просто так, а через вмешательство. Божественное вмешательство. Давайте посмотрим, сколько время. Время 3 часа. В принципе, я думаю, мы кое-что успеем сделать. Надеюсь, по крайней мере, на это. Тут, кстати, записка лежит. Она связана с излечением от ликантропии. Сейчас я не буду ее читать. Там просто намек. Отправляемся на Воронью скалу и 5 часов. То есть что, 2 часа что ли занимает вот эта вот дорога? Это очень долго. Пешком было бы быстрее. Я по делу. У меня есть кое-что, что требует срочного внимания. Что-то непонятное творится с Элером Фавелином, и я хочу, чтобы ты разобрался с ним немедленно. Я не знаю, что нашло на него. Говорят, он набрасывается на всех, кто ходит в бар. Это совсем не похоже на него. Выясни, что там происходит, и попробуй успокоить его, хорошо? Он, вероятно, все еще там. Да, здесь построены некоторые здания. В частности, должен быть построен торговый пункт. Наверное, вот он. Да, здесь у нас торговец. Шкура на полу. Планировка достаточно стандартная. Есть второй этаж. Но здесь, судя по всему, просто склад. А живет, видимо, он не здесь. Давайте посмотрим, что он продает. Пришел что-нибудь выбрать из нашего невероятно ограниченного ассортимента. И чего же ты хочешь? Вызов Иниева от Арнаха, кстати, смотрите. Потертая ветхая запись. Интригует. У него 10 тысяч монет. Друзья, это значит, что мы должны с ним поторговать. Повышаем торговлю. Отношение у него почему-то уже 95. Но потому что он тоже в Восточной имперской компании, как и я, видимо. Так, уровень у него 40-й. Мы продаем ему вот эти шлемы. Берет он их дешево, конечно. Но я заберу у него все. Он, конечно, сразу нацепляет шлем. Ну да бог с ним. Интересно мне, что за записка вот эта. Я реально не знаю. Дело в том, что никогда торговый пункт этот не строил. Всегда, сколько проходил, строил кузнеца. Давайте почитаем. Я вечно плаваю, живу посреди того морского мира, что мы зовем домом. Члены мои сделались слабыми и вялыми, а глаза мои с сожалением устремились ввысь. Я помню тепло земли на ощупь, ведь я жил и дышал подле ее пульсирующего сердца. Я помню достаточно, чтобы вечно рыскать в океане слез. Так, ну это какая-то лирика. Одно небо ведает, сколько я лежал там, творящий соитие. Я чувствовал, как эпохи протекают и уходят в вечность за доли секунд. Кто я такой, чтобы задавать вопросы? Шут его знает, о чем это вообще. Но интересно, интересно. Ладно. Так, ну нам нужно в бар. Бар тоже построен, вот он, собственно говоря. Некая Дралора Фавелним. Но это, видимо, жена. Ты идешь туда? Правда? Что тебе приказали сделать? Пожалуйста, не причиняй моему мужу зла. Я просто не знаю, что нашло на него. Он вчера был таким больным, и мне казалось, что он устал. Устал быть старым, устал от постоянного ощущения своей бесполезности. Но я просто не знаю, зачем он делает все это. Пожалуйста, не причиняй ему зла. Я не знаю, что я буду делать без него. Не причиняй ему вреда, умоляю тебя. Если он попытается ввязаться с тобой в драку, просто не отвечай. Он не сможет продержаться очень долго. Понятно. Так, давайте посмотрим, чтобы у меня все было надето, все, что нужно. Наверное, кольцо Азуры стоит надеть. Она тоже восстанавливает запас сил. Чувак этот рукопашник. Урона он нам не нанесет. Вот почему-то у меня не надето... А, нет, надет. Все.
Но только не тот амулет, который надо. Давайте наденем амулет некроманта. Сохранимся и зайдем. Наверное, вот он. Я полагаю, тебя послали разобраться со мной, да? Тогда давай займемся этим. Ты ведь не трус? Давай сразись со мной. И если мне суждено умереть, то я умру, сражаясь. Ты умрешь. И он атакует. То есть здесь привязка идет к уровню запаса сил, что ли? То есть он 2 удара нанес всего лишь. Странно. Я не могу больше драться, слишком устал. Просто сразись со мной. Я слишком устал, я больше не могу сражаться. Убей меня, хорошо? Просто скажешь им, что у тебя не было другого выбора, что тебе пришлось защищаться. Я больше не хочу жить. Почему? Посмотри на меня, я старик. Мое здоровье ухудшается, я больше не могу работать в шахте. И я стал обузой для моей семьи. Я не хочу умереть в постели, разве ты не понимаешь? Это не та смерть, которую достоин мужчина. Моей жене будет лучше без меня. Неважно, знает она это или нет. Что, у тебя другое мнение? Как я понимаю, ты пытаешься убедить меня, что моя семья важнее. Послушай, я не хочу, чтобы все закончилось так. Но не хочу также, чтобы Дралора видела, как я буду чахнуть у нее на глазах. Я не хочу, чтобы ей пришлось заботиться обо мне, потому что я не смогу сделать это сам. Просто убей меня, хорошо? Положи этому конец. Ты прав. Я знаю, что ты прав. Извини. Я прекращу это и постараюсь смотреть на вещи оптимистически. Вот так просто мы отговорили человека от суицида. Так устал. Здесь у нас бар-таверна. Наверху комнаты, насколько я помню. Да, вот эта комната сдается. А это стандартные комнатушки. Ничего интересного тут нет. Давайте посмотрим, что здесь продают. Тоже, кстати, 95 отношения. Видимо, тоже, да, сотрудница компании. Уровень тоже 40. Но продает она всякую ерунду. Выходим. Спасибо тебе. Убить его было бы проще всего, и ты был вправе сделать это. Но ты проявил сострадание, и я хочу вознаградить тебя за это. 1500 монет. И насчет повышения. Хорошо, теперь ты заместитель. Ага, и выше заместителя он меня повышать не будет. Давай следующее задание. Что-то произошло в шахте. Наши люди откопали погребальную пещеру, но она не похожа ни на что из того, что мы видели раньше. Там находится какой-то странный лед, через который не могут пробиться. Я хочу, чтобы ты выяснил, что это такое. Здесь неподалеку есть нордлинги, которые живут к югу от места слияния рек. Граринг. Он что-то вроде изгнанника из сообщества нордлингов здесь на острове. Я не знаю деталей, да меня это не интересует. Как я понимаю, его можно найти к югу от излученной рек. Я хочу... к югу от каменного моста, который пересекает ее. Ну, я знаю просто, где это находится. Описание мне не так важно. И, видимо, нам нужно отправиться именно к нему. Всегда что-нибудь случается. Да, нужно с ним поговорить. А время у нас 6 часов. Блин, ну я надеюсь, что успею. Давайте сохранимся. Применим возврат. Здесь у нас тоже наемник. Давайте отправим его также в Альдрун, чтобы он тут под ногами не мельтешил. И отправимся к Грарингу. Значит, кольцо Азуры снимаем, надеваем наше на невидимость. И на юго-запад чешем. Пока превращение не наступило, надо с ним пообщаться. Ну, вон-то хижина. Здесь боевая музыка, но это не к нам, это там вот нападение, видите? Битва идет. Давайте посмотрим. Собственно, вот он Граринг. Почему-то друзья ему не помогают. Но я думаю, что у него не будет проблем. Да, ожидаемо. Некая Кавентина Келата. Ничего интересного у нее нет.
Сохранимся, поговорим с ним. Ты здесь не за тем, чтобы причинить нам зло? Тогда, возможно, ты отличаешься от других. Ты ищешь информацию о Сталгриме, да? Ты не первый, кто ищет его. Чужеземцы вроде этой женщины приходили сюда и раньше. Всегда такие настырные, всегда предлагающие деньги, которые бесполезны для нас. Но они не получили ничего. Скаалы не дали им ничего, потому что они называют его священным. Ну, видимо, Сталгрим. Мы не дали им ничего, потому что мы знаем, что они будут неправильно использовать его. Мы узнали, что этот Сталгрим можно ковать почти так же, как железо или сталь. А за это мы стали отверженными. Скалы слишком узколобы, чтобы понять его практическую ценность. Некоторые, вроде той женщины, слышали о нем и ищут его, но они не получат его от нас. Ты, однако, смог завоевать мое доверие. 59 отношения. Интересно. Биографии здесь у него нет никакой. Теперь мы увидим, действительно ли тебе можно полностью доверять. Возьми эту кирку и используй ее, чтобы отколоть кусочек Сталгрима. Принеси этот кусочек мне. Мы получили древнюю северную кирку. Так, Сталгрим. Скалы почитают Сталгрим священным. Во время Великой войны с темными эльфами пало много героев. Некоторых из них нельзя было вернуть в Скайрим, и они были похоронены здесь. Великая магия поработала над их могилами, чтобы защитить то, что принадлежит им, от мародеров и их тела от надругательства. Энергия была получена от самой Земли, и наши герои были помещены в могилы изо льда. Этот лед называется Сталгрим. Так, получается, нам нужно опять бежать на Воронью скалу. В смысле? Гра Ринкон. Ну-ка, подожди. Ну, короче, ладно. Мне кажется, что мне не послышалось. Она сказала Гран Рингом. Давайте посмотрим, сколько время. Не могу здесь отдыхать, к сожалению. Да, тут медведи. Боюсь, что я не успею. Нам надо будет где-нибудь здесь совершить превращение. Я просто, наверное, пережду ночь. Если, конечно, задание опять мне не подкинут. Так, а здесь я был? По-моему, был. Просто если я пойду телепортом, то это будет еще дольше. 7 часов, у меня 2 часа. Но я надеюсь, что я успею. Ну просто чтобы не стоять тупо, а что-нибудь полезное сделать. По сути, нам нужно просто залезть в шахту, отломить кусочек этого Сталгрима, и можно, в принципе, телепортироваться возвратом и переждать ночь в хижине. Вот этой, которую мы самовольно захватили. Так, ну вот она уже, Воронья скала. Я думаю, что успеем. Здесь нам нужно проникнуть, ну, не проникнуть, зайти в саму шахту. Давайте сохранимся на всякий случай. В шахте быстренько бежим. Вроде бы она достаточно прямая. Никуда тут сворачивать особо не надо. Тут особо и некуда. Довольно длинная она, как видим. Так, вон гробница раскопанная. Какой-то боковой проход, но нам он не нужен. Нам нужен вот этот Сталгрим. Мы его забираем. И возвратом в хижину. Так, ну время у нас 7 часов по-прежнему. То есть я быстренько обернулся. Здесь мы больше, наверное, ничего не успеем. Бежать туда, к этому Грарингу, я не буду, чтобы случайно там нас не застигло превращение. Переночуем мы здесь, в этой хижине. Ждем 2 часа. Ты отлично поработал, моя гончая. Тотем находится там, где должно, и твой повелитель доволен. За твое служение я дарую тебе эту способность. Твои когти отныне будут так же остры, как острие моего копья.
Пусть все, кто осмелится встать у тебя на пути, ощутят их остроту на своей шкуре. Мы еще поговорим. То есть задание он мне не дал. Герцин опять приходил ко мне во сне. Он остался доволен тем, что я защитил тотем клыка. Даровал мне острые когти. В чем это выражается? Пока что я ничего не вижу. Все то же самое. По статам вроде бы тоже ничего. Но тем временем мы никуда не пойдем. Мы подождем здесь, поскольку задания нам все равно не дали. Пишут, что мы не можем восстановиться в форме оборотня, но нам это и не нужно. Ждем мы 9 часов до утра. Вот такой лак по-прежнему. Надеваем свою экипировку, но нужно сопротивление применить. Так. Амулетик тоже надо бы надеть. Кольцо учителя, штаны, рубашка, кольцо. Невидимость мы позже наденем. Перчатки. Вроде все, ничего не забыл. Вот она, кстати, это древняя северная кирка. В руки ее брать не обязательно, достаточно иметь в инвентаре. Так, без палева выходим, без палева надеваем наше колечко и бежим к Грарингу. Покажем ему Сталгрим. Теперь мне придется таскать эту кирку и, собственно, таскать Сталгрим. Ну, если, конечно, я хочу собрать коллекцию этих доспехов и оружия. Вот Римхул нам еще нужно заглянуть. Может быть, прямо сейчас этим и займемся. В чем дело, друг? У тебя есть образец? Оставь его себе. То, что ты смог принести его, служит достаточным доказательством. Теперь я знаю, что тебе можно доверять. Ты сможешь заходить к нам в любое время, и мы сделаем для тебя оружие или доспехи. Поговори с Айнаром и Хидар. Они с моего благословения изготовят их для тебя. Хорошо, давайте поговорим. Ты пришел за Сталгримовым оружием, друг? Так, это делает оружие, секира, кинжал, длинный меч и булава. А вот этот, значит, броню. Подожди, вот этот. Ты пришел за Сталгримовыми доспехами, друг? Кираса, наплечник, перчатка, поножи, сапоги, шлем. Давайте сделаем... Смотрите, всего один Сталгрим нужен на шлем. Возвращайтесь через 2 дня. Хорошо, ну а мы тем временем отправимся в этот Римхолл и закончим там все дела. Мы видели ранее намек на то, что там скрывается интересное. Так. Чувак не агрится. Хорошо. Так, тут у нас баг текстур. Тельце. Ну, скелетов мы здесь убили ранее. Поэтому их нет. И здесь, насколько я знаю, есть другой вход. Ой. Ой. Так, ну мы, конечно же, призываем Алчущего и Дримору. Будем своими силами без наемников пока обходиться. 2 скелета. Но для Дримора это, я думаю, не станет проблемой. Если, конечно... Если бы он, конечно, пришел к нам с нормальным оружием. Скелет какой-то рукопашный. Первый раз вижу такого. Безоружный. Тот, как положено, с мечом, а этот прям с кулаками. Дримора слаб, конечно. Слаб Дримора. Давайте, наверное, призовем Шейкланфира. Так, Алчущего завалили.
Удивительно. Скелеты такие мощные, что ли? О, достал дубину, смотрите. Топор. То есть он типа не успел достать или что? Почему он с кулаками-то на Дримору полез? -1. Хорошо. Скелет берсеркера. Ну, то есть, да, это какой-то усиленный, видимо, скелет. Так, это все неинтересно. Они тут охраняли сундучки. Так, отпирание андузи применим. И зелья, это нам ничего не надо. Это все нам не надо. Но это второй вход через колодец, насколько я помню. Давайте поговорим с чуваком, который тут бродит. Он вроде бы квестовый, квест я не брал. Теперь я буду командовать силами тьмы. Все склонятся перед ужасающей силой Тимваула Темного. Угу. Незваный гость. Кто осмелился зайти так далеко в чертоги Аримхула? Покров горя мой, ты слышишь? Я нашел эту мантию, и ее сила теперь принадлежит мне. Посмотри, какие одеяния я теперь ношу. Когда я читал старые книги, я понял, что мне просто необходимо узнать правду. Могло ли быть так, что предмет, обладающий такой великой магией, находится так близко, в пещерах под моей деревней? Я боялся... я больше не мог сдержать свое любопытство и прыгнул в колодец. Я бросил вызов опасностям Аримхула, и вот, наконец, мои усилия были вознаграждены. Скоро поднимется армия мертвых, и ее будет возглавлять Тимваул Мрачный. Так. Так. Ну давайте отберем у него, что ли. То есть ты сам хочешь завладеть силой этой мантии? Тогда тебе придется... Нам придется сразиться в дуэли тьмы. Так, и он согрелся. А мы, конечно же, призываем по стандарту Дримору. На сей раз Дримора с топориком, более серьезным. Это хорошо. Он колданул какую-то херню, все-таки успел. Но паралич на него прекрасно работает. Давайте как-то, может, ускорим. И все, готово. У него, кроме покрова горя, ничего нет. Постоянный эффект, уменьшение привлекательности, уязвимость, увеличение максимума магии и удар солнца. И увеличение навыка колдовства, друзья. То есть, в принципе, в помещении во время каких-нибудь заданий мы сможем пользоваться этой штукой. Давайте прямо сейчас и проверим. Здесь у меня, конечно, интеллект 8 пунктов. Но я думаю, что покров горя лучше. И сможем ли мы теперь призвать Святошу? Да, смотрите, 100% шанс призыва Святоши. И это прекрасно. Надо только не забывать снимать его, выходя на улицу. Но статы вроде как возвращаются. В общем-то, что? Нам нужно вернуться на Воронью скалу за новым заданием. Снимем... Что мы снимем? Щит. Применяем вмешательство. И через кораблик. Дримора, конечно, за нами не смог телепортироваться, к счастью. На Воронью скалу. Ну, сначала мы, конечно же, докладываем о выполнении задания. Давайте сохранимся. Ты нашел здесь просто золотую жилу. Теперь я понимаю, почему Карниус проявлял такой интерес к этому. Делай то, о чем они просили. Принеси им весь Скайрим, что можешь найти. Мы должны завладеть им до того, как это сделает Карниус. У меня есть срочная работа для тебя. Я надеюсь, что ты сейчас ничем не занят. Этим нужно заняться немедленно. Этот доклад нужно доставить в руки Карниуса в течение 5 часов. И именно ты должен сделать это. Но задание это с подвохом.
У меня нет времени на подробное объяснение. Просто возьми его и отправляйся в путь. Направляйся прямо в офис Карниуса в форте. Не теряй времени ни на что другое, а теперь в путь. Так, но Карниуса в офисе нет. Он может находиться в 3 точках. Первая точка где-то здесь. Вторая, вот эта роща Бродир. И третья рядом с Вороньей скалой, там, где корабль разрушенный. Ну, потерпевший крушение. Но прежде нам нужно, конечно же, Что отправиться еще? в форт. Здесь у нас... Я слушаю. Так, но я не буду здесь стесняться и применю консоль. Потому что этот хмырь никуда не уйдет. Так. Бежим. Ты здесь, чтобы увидеться с Карниусом? Боюсь, что его сейчас здесь нет. Ох, и он будет очень разочарован, если ты не сможешь доставить ему этот доклад вовремя. Фактора сегодня очень много дел. Я полагаю, что он сейчас отсутствует, осматривает перспективные места для расширения. Где-то на восточном побережье этого острова, как я думаю. К востоку от этой большой скальной дуги, понимаешь? Ну, той, в основании которой находится склеп. Но подсказка такая себе, конечно. Да. И нам Теперь что-нибудь здесь нужно? дадут дебаф. Но не сразу. У дебафа есть триггер вот на этом ковре предательском. Поэтому мы попробуем применить сопротивление магии. Не знаю, сработает или нет. Давайте сохранимся. О, смотрите, получилось. Получилось. Отлично, отлично. Там снижают скорость, снижают ловкость, но для нас это не столь актуально, потому что скорость у нас и так завышена. Ну а ловкость, бог с ней. Но мы избежали, счастливо избежали ловушки вот таким хитрым способом. И бежим на первую точку. Если не знать место, где он может находиться, то можно здесь излазить весь остров и никого так и не найти. Также здесь могут быть баги. Поэтому я не исключаю того, что придется грузиться. Первая точка где-то здесь вот, по-моему, или чуть дальше. Нет, дальше. Дальше. На берегу. Где-то среди камней. Так, ну здесь медведь, здесь вряд ли. Еще дальше, значит. Так, ну тут одни сприганы. Но мы еще не дошли. Вообще где-то вот здесь вот уже мы приближаемся. Я точно прям не помню до метра, скажем так, но где-то здесь. Так, тут стражник. Стражник. Это стражник, в принципе, его, но самого его тут нет. Давайте поговорим с стражником. Почет он, говорит, Нариварин. Он стоит вон там. То есть не здесь, да? Давайте обратно невидимость и бежим на вторую точку, в рощу Бродир. Здесь его нет, среди скал случайно. Будет обидно. Я думаю, что вот эту скалу имел в виду вот этот чувак, который нам подсказку давал. Слушайте, ну я его не вижу. Только стражник стоит. Поэтому смело бежим на запад. Никуда не заглядываем больше. Времени не так, чтобы много, но оббежать все точки хватит. Конечно, с учетом нашей скорости завышенной, с учетом того, что я под невидимостью бегу. А если бы не это, то вся вот эта свора, конечно, бы агрилась и пришлось бы пробиваться с боем, и не факт, что я бы успел. Так, тут куча волков, роща Бродир, собственно, вот она. И он должен быть где-то здесь. Насколько я знаю, прямо вот здесь вот. Среди этих камней. Но здесь его нет. Соответственно, бежим на третью точку.
Третья точка это где корабль. И я что-то, знаете, сомневаюсь. Думаю, что он может вполне оказаться там, вот где стоял стражник. Просто то ли я не нашел, то ли там какой-то баг случился, и он не заспавнился. Вряд ли это связано с тем, что я избежал ловушки. Так, вот у нас корабль, который вез кирки. Карниуса тут и близко нет. Слушайте, ну значит он возле стражника, просто я его не увидел. Но здесь нету. Здесь нету. Ладно, давайте-ка мы применим вмешательство. Еще раз добежим до той точки. Отсюда, наверное, будет поближе. Так, снова невидимость. Я, конечно, извиняюсь за вот эту беготню, но тут по-другому никак. Я что-то думал, что он должен там стоять. Ну, если я верно, конечно, запомнил места, что тоже далеко не факт. Так, ориентир мы видим. Камни вот эти. Я вот просто подозреваю, что он тут бродит где-нибудь между камней. Стражник-то стоит. На других местах стражника нет. Интересное кино. Но с медведем он вряд ли будет в обнимку тут стоять. Он где-то должен быть рядом со стражником. В камнях его спрятали, что ли, блин. Тут волки, тоже вряд ли он тут стоит с волками. Хотя он, конечно, та еще скотина, но и с волками же ему тут обниматься. Слушайте, ну я его не вижу, вот в упор. Сверху еще посмотреть. Нет, сверху тоже не видать. Вот здесь вот хорошее место для него было бы, если бы он здесь вообще был. О, я слышал сопение. Я слышал чье-то сопение предательское. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Слушайте, ну вот сопение было. А есть у нас какое-нибудь обнаружение? Найти животное. На 5 секунд. А ну-ка. Стражника оно не видит, да? Сущность нужна. А у меня нет такого, да? Такого у меня нет. Найти ключ, найти животное. Да, к сожалению, такого у меня нет. Но вот прям сопение я слышал вот здесь, вот возле вот этих скал. Ну, тут внутри скал вряд ли он стоит. На самой скале наверху тоже вряд ли. Давайте применим левитацию все-таки. У меня есть стальной клинок небес. И посмотрим сверху. Но мне кажется, это баг. Мне
мне почему-то кажется, что это просто баг. Кто-то сопел. Не знаю, слышно ли... О, все, дневник дополнен. Это значит, что я 5 часов прошли. Да, блин. Но я считаю, что это был баг. 3 точки мы осмотрели. Карниуса не нашли. Сейчас меня выпрут из этой торговой компании. И все. И время эпизода подходит к концу, друзья. Давайте сделаем так. Я послушаю ваше мнение. Если имеет место баг, то неплохо было бы перезагрузиться и пробежаться еще раз по этим точкам. Я это сделаю вне записи в любом случае. Либо оставить все как есть и разгребать уже последствия. А вон там кто стоит? Вон там вон. Ну-ка давайте-ка посмотрим. А, это квестовый чувак. Это не то. Это не то. Ну все, на этом, пожалуй, серию я закончу. Пишите свои комментарии, что думаете по этой ситуации. Баг, не баг, или я что-то забыл, или не то место, потому что охранник, видите, исчез. Охранник исчез, а значит и Карниус должен был быть где-то здесь. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.